Здравствуйте, дорогие львы! Приветствую вас! Сегодня у нас обзор на ноябрь месяц. И у вас здесь все идет вполне себе логично. То есть поступательно, так как оно, в общем-то, идет, так оно и идет. С чем вы заходите в ноябрь месяц? Смерть, шестерка жезлов. То есть здесь идет окончание в первую очередь вашей трансформации, окончание тех перемен, которые вам были необходимы. То есть смотрите, по смерти это идет энергетическая трансформация. То есть энергетически все подготовлено для того, чтобы запустился новый процесс. И шестерка жезлов, она об этом говорит. То есть ты максимально достойно прошел вот эту вот перестройку, трансформацию. Она для тебя выстроилась наилучшим для тебя образом. Наилучшим. То есть ты получил максимально достойную для себя, максимально красивую для себя, максимально соответствующую твоим запросам энергоконструкцию, благодаря самому себе, что ты ее достойно прошел, эту трансформацию, да, вот эту перестройку. То есть благодаря твоей работе ты максимально хорошо выстроил для себя свою энергоконструкцию нового этапа твоей жизни, новой твоей жизни, нового твоего мира. Двойка мечей, восьмерка мечей. Закрыто. У тебя нет никаких препятствий. То есть все препятствия ты закрыл. Их нет. Это говорит, я напомню, главная линия. Дальше мы посмотрим. То есть ты для себя максимально закрыл все те внутренние блоки, которыми ты был закрыт от мира, от своих желаний, от своих мечт. Их нет. То есть преград нет. Ты с этим справился. Пятерка жезлов и иерофант. Она говорит о том, что ты по иерофанту доверяешь пространству, ты доверяешь своему пути. То есть здесь может быть как выходить некий наставник, некий учитель, либо ты можешь являться сам для себя наставником, учителем. И ты понимаешь и доверяешь пространству, потоку, тем инсайтам, которые тебе приходят. И ты готов отстаивать, да, по пятерке жезлов. Вот здесь вот пятерка тоже какая-то интересная. А вообще-то в одном случае ты готов. Да. Рыцарь чаш. То есть ты готов отстаивать то, что для тебя ценно, то, что для тебя является истиной. То есть ты готов отстаивать то, чему ты научился. То, что ты готов принимать. А по рыцарю чаш это как раз-таки открывать свое сердце, да, то есть открывать сердце чувствам. И как бы тяжело, может быть неудобно, может быть страшно, может быть больно не было, ты через это переступаешь, ты это преодолеваешь, и ты раскрываешь свое сердце и наполняешься вновь. И каждый раз ты вот так вот идешь, да, идешь.
Дьявол и маг. Ты учишься, и твое обучение идет максимально быстро, максимально хорошо. Ты уже научился доверять своим чувствам, ты научился доверять пространству, ты научился доверять тем как бы силам, которые тебя ведут. То есть ты четко знаешь, что это во благо для тебя, что тебя это делает лучше, что тебя делает это счастливым, что тебя делает это теплее, добрее, что тебя это наполняет. И твое обучение, вот эта твоя пропускная способность этих прекрасных энергий, оно выливается в физику через дьявола в мага. Понимаешь? То есть ты полноценно становишься тем самым управляющим, тем самым творцом, который сам творит свою действительность, свою жизнь, свой мир. И здесь тенденция просто не ограничена. Здесь перед тобой открываются настолько, этому нет границ. Вот тому, что открывается, вот по этим мощнейшим. Причем это те энергии, которые вот, они просто переводят всю физику, да, то есть если ты готов это брать, тебе это будут давать, давать и давать, тебе это будет наполнять и наполнять. Это такое могущество, это безграничное. Настолько, насколько ты готов это преодолевать, брать и как бы пропускать через себя. Это максимально прекрасный вообще расклад и тенденция на перспективу. Но предупреждают, что весь секрет вот в этом самом рыцаре чаш. Почему предупреждают? К этому мы еще вернемся. По дополняющим картам говорят, что у тебя с ноября месяца начинается новый этап твоей жизни. Новый. Это какой-то новый проект, новая работа, новое взаимодействие. Вот оно не просто как новая работа, это нечто большее. Как оно будет выглядеть в действительности для тебя на тот момент, когда ты это запустишь, когда ты начнешь это делать, я не знаю. Может быть, изначально оно для тебя будет являться неперспективным. Ну, или как бы здесь, в общем-то, закладка очень грамотно. Все заключается здесь, вот в этой простройке энергетической. Вот вся фишка именно здесь. И она настолько максимально гармоничная, она настолько правильная, она настолько соответствующая текущему вот этому новому пространству, что это также вот этот проект, который ты запустишь в ноябре месяце, он также будет грандиозно перспективным. Грандиозно перспективным. Это тебя освобождает. Это полноценно ставит тебя на позицию мага. Хотя здесь у нас еще нет еще, ну скажи мне, императора, но он здесь
как бы стоит за этим магом. То есть император это как раз-таки вот эта база. Понимаешь? Тебя будут отговаривать. Но дело в том, что твое состояние на тот момент, оно будет просто непоколебимым, тебе вообще не интересно. То есть здесь произошла какая-то тотальная отключка, вот как лампу выкрутили, вот здесь произошла тотальная отключка от твоего как бы окружения, в котором ты находился, или и вполне возможно до сих пор находишься. То есть ты сам себе решаешь, ты доверяешь себе, ты доверяешь вот этому пути, ты готов его отставить. Здесь не то, что будет большое, да, вот этой палкой тебе прям придется махать, нет. Здесь будет все гораздо проще, но вопрос в том, в готовности дать любому по башке этой палкой, чтобы не сувал нос не в свое дело, да, или там по рукам. В общем, с ноября месяца у тебя запускается новый проект, мега грандиозный, будут как бы внешние какие-то вялое какое-то внешнее окружение, оно будет как бы отговаривать. Может быть, кто-то там будет говорить фея или еще что-то, но это никакого не будет иметь. У них нет тех ресурсов, которые есть у тебя. И нет той базы, которая есть у тебя. То есть здесь произошел волшебный момент, когда ты стал настолько полноценным, что стало очевидно твоя собственная чужеродность тому пространству, в котором ты находишься и находился все это время. Здесь, скорее всего, по этой как бы тенденции у тебя будет перемещение, либо смена вот этого окружения, потому что это тотально, но это все уже там ничто никуда не присоединишь, не воткнешь, это настолько разные уже будут как бы сами вот эти. И опять-таки здесь говорится о том, что вся ценность и полнота вот этого ресурса и подпитка в твоем собственном сердце, в том, что ты какой путь выбрал, идти по сердцу и раскрывать вот этот вот огонь, вот этот источник, который тебя зажигает, да, доверять этому процессу. Вот это и есть тот неограниченный источник, который будет все это питать. Но здесь очень интересно. Здесь вот как раз-таки по любви, да, Манара нам говорит она довольно четко, как обстоят дела на сейчас. А на сейчас они довольно плачевно обстоят. Вполне возможно, поэтому здесь у нас есть вот эта вот пятерка, которая все-таки приходится вот это вот переступать, да, через некие страхи, которые раскрываются в сердце. Что она говорит? Пятерка огня, тройка земли. Дополняющие семерка огня и луна. Ну и последний вариант что-то изменить — это солнце. То есть вот эта самая пробка и загвоздка, она состоит в том, что как бы есть много придуманных тобой. Вот эта пробка, да, которая в сердце. Почему здесь рыцарь? Потому что есть еще что переступать. Да, почему рыцарь чаш, а не король чаш? Потому что есть еще что освободить, от чего очиститься. От предрассудков. Ты можешь думать, что тот человек, который живет в своем сердце, который его вот так подпалил,
что этот человек занятой, или что много сложностей там у вас возникнут или могут возникнуть с этим человеком, что там, может быть, ты не свободна, или он не свободен, или там вообще какие-то есть третьи лица, да, ты можешь придумывать себе сложности, что здесь, кстати, по семерке огня может вылезать еще некое эго, да, что я такая цаца, там все остальные пали ниц, да, здесь может еще вылезать эго. Но Луна здесь говорит о глубине, что то, что тебя подпалило, тот человек, который явился вот этой вот искрой, он гораздо глубже, гораздо глубже. Тебе нужно его освободить, освободить свой источник по солнцу, просиять, просиять. Что с этим делать? Но я уже сказала, да, что с этим сделать. Здесь еще, смотрите, да, вот эти вот все предрассудки, страхи. Что с этим делать? Вот здесь вот у нас выходит девятка огня, шестерка огня, двойка земли. И она здесь говорит женщинам. Здесь, во-первых, предрассудки еще могут быть по некой внешней разнице, да, разница. Это первое. Второе здесь ну, это вообще про все, да, вот это разница. Это между людьми есть внешняя, на твой взгляд, какая-то разница, на твой. Это предрассудки, это вот к этому относится, к этому хламу, да, к пробке. Потом здесь опять-таки у нас выходит некое эго. Если здесь мужчина, то мужчина думает, что женщина сама к нему как-то должна проявляться, да? Об этом можете сразу забыть. Женщина здесь проявляться не будет. Если здесь женщина, то женщина тоже об этом может забыть, потому что мужчина должен дорасти. Не надо ему облегчать дорогу. Мужчина должен дорасти вот до состояния вашего, а проявляясь к нему, вы ему мешаете стать истинно мужчиной, вырасти до этого мужчины, императора-мага. И вы мешаете себе восполниться настолько, чтобы выйти в состояние императрицы, верховной жрицы. Вот, женщины. Что говорят нам звезды? Что говорит нам космос? Что две звезды идут в одном направлении, либо к одному. И опять-таки здесь дублирует вот эту вот конструкцию, которая максимально красиво и хорошо сложилась для вас. Максимально. Вся здесь, весь ключ в том, вот он в чем, в твоем сердце, да, в твоем сердце и насколько ты способен вот это вот переступать через вот это вот страхи, сомнения, предрассудки, хламье, которое там ты себе насобирал, которое тебе там внушили, внушали, страхи, да, сомнения. У вас, как бы тут не было, да, кто бы здесь не был, мужчина или женщина, здесь абсолютно человек с чистыми
открытым сердцем к вам, по отношению к вам. И опять-таки помните, что женщине нужно позволить, вот если здесь у нас мужчина, да, если лев женщина, то вам нужно позволить и себе, и ему дойти до состояния, чтобы у вас как бы случилось вот это вот, чтобы вы вместе пришли вот к этому дому, да, к единому. А для этого нужно войти в состояние император, императрица, маг, верховная жрица. Если здесь лев мужчина, то вот здесь женщина, она абсолютно чистая, наполненная с истинными, искренними, открытым сердцем. Но проявляться к тебе она не будет, ты должен дорасти, преодолев вот это вот все то, что уже было озвучено. Какой совет? Здесь не совет, здесь констатация факта. Вот он твой клевер, удача. Удача причем заслуженная, опять-таки, потому что эта удача, она твоя, она скрыта в твоей глубине. И то, что тебе кажется тупиком, на самом деле не тупик. Нет этого тупика. То есть ты должен четко понять, вот он, все закрыто. Ну, в общем, как-то так.